Всем привет! Сегодня мы познакомимся с такими функциями, как malloc, calloc и free в языке C. С помощью этих функций в языке C у нас происходит распределение памяти. Первое, что нам нужно, это подключить заголовочный файл std.lib и будем знакомиться с такими функциями. Malloc, calloc или calloc и realloc. Вот. И free. Есть. Что это такое? Вот эти три функции первые. Как раз для выделения нужного объема памяти. В чем их различие? То есть функция malloc выделяет заданное количество байт памяти. То есть выделенный объем памяти не очищается, то есть не инициализируется. То есть там значения будут какие угодно. Дальше. Функция calloc выделяет делает точно то же, что и функция malloc, но выделенный объем памяти инициализируется нулями, то есть заполняется нулевыми байтами. То есть функция calloc очень удобна для выделения памяти для строк. Так как признак окончания строки у нас 0, то calloc у нас все как раз запишет нулями. Дальше. Realloc. Realloc перераспределяет выделенную раньше память. То есть она может либо уменьшить, либо увеличить ее объем. Вот. Ну и аналогично, то есть она может переместить тот участок памяти, который уже был, и добавить нужное количество нам байт. Соответственно, ту область, которую она добавила, та область не инициализируется. То есть аналогично функции malloc. Вот. Ну и функция free для того, чтобы указать системе, сказать, что нам данный участок памяти уже не нужен, чтобы он его пометил, что он свободен. То есть, если мы где-то делаем malloc, calloc или realloc, значит там же нужно сделать free, дабы избежать утечки памяти. Вот. Поэтому, работая с динамической областью памяти, нужно быть предельно внимательным. То есть первый совет: в той области видимости, где мы выделяем память, в той области видимости и освобождать. Так визуально глазами хотя бы можно будет проследить, где мы выделяем, а где освобождаем. Так, идем дальше. Теперь давайте на примере вызовем поочередно все эти функции. Функция malloc возвращает указатель на void. То есть не типизированный указатель, просто адрес. И принимает в себя то количество байт, которое нужно выделить. Ну, давайте, например, опишем указатель на будущую строку. PSTR. Второе правило работы с указателем. Все указатели нужно инициализировать нулем. То есть либо вот так вот, но лучше для этого использовать null. Что такое null? Null это задефайненный 0. Вот вы видите в языке C define null это 0. Просто обозвано по-другому. Это нам дает информацию, если мы в коде видим, что какие-то переменные сравниваются с null, мы понимаем, что это указатель. Для чего null? Потому что null это у нас получается неправильный адрес. То есть его называют невалидным адресом. Эта информация нам нужна для того, чтобы знать, под этот указатель уже была выделена память или нет. Если уже была,
то есть указатель не равен null, то значит нужно освободить и потом под этот указатель выделять новый объем памяти. То есть это второе правило. И дальше, перед тем, как работать с указателем, мы должны проверить, не null ли он. Когда мы освобождаем память, то нужно его обнулять, чтобы избежать потенциальных ошибок. Есть. Вот мы объявили указатель на будущую нашу строку. Размер строки мы не знаем. Предположим, с клавиатуры или мы там открыли файл, начали что-то читать и обнаружили, что размер нашей строки L будет равен 20. То есть вот эту информацию может поступать нам, меняться динамически. И мы динамически можем изменять объем нужной памяти. То есть раньше мы работали с автоматической памятью или локальной памятью, или памятью на стеке. Мы объявляли вот такие массивы. Для наших строк на всякий случай можно было объявить 255 длиной. И работали с этим. Есть. Так вот. Это у нас будет хранить адрес нашей строки, пока адрес неправильный, невалидный. Потом в процессе работы программы мы получили размер строки, и теперь нам нужно увеличить, то есть выделить память под эту строку. Значит, нам нужно вызвать функцию malloc. Функцию malloc нужно передать то количество байт, которое нам нужно. Так вот, вам обязательно нужно запомнить, что malloc принимает количество байт, а не количество элементов. Иногда начинающие программисты могут совершать такую ошибку. Написать L, в данном случае 20. Они будут думать, что для 20 элементов выделится память. Но их будет ждать разочарование, если мы char изменим на int. Я думаю, вы уже догадались, какая проблема. Char занимает 1 байт. В данном случае размеры у нас совпадают. Но int будет занимать 4 байта. Соответственно, malloc выделит для 20, выделит только 20 байт. Если мы 20 разделим на размер типа int, мы получим 5. То есть для 5 элементов выделится память, но не как для 20. Так вот, чтобы никогда не совершать подобные ошибки, вводим следующее правило. Пишем, получаем размер типа char и умножить на L. Все. Тогда у нас, когда тут будет int, double, short, у нас будет выделяться нужное количество памяти для нашего массива. Или для структуры. Для структуры точно так же. Size of пишем имя нашей структуры и умножаем, для скольки элементов нужно выделить. Есть. Но так как мы знаем, что это строка, то размер строки на 1 больше количества символов. Потому что последний элемент это у нас завершающий 0. Так? Так. Так вот, malloc. Она возвращает указатель. То есть начало нашей выделенной области памяти. Давайте выведем, что у нас находится по этому участку памяти. Так, и равно нулю, пока и меньше L, плюс и выведем printf. Так как это будет строка, то посимвольно выведем все значения. Давайте, может быть, вот так вот. И PSTR, то есть доступ как к обычному массиву. Сделаем. Поставим в конце, переведем каретку на новую строку.
Вот, и давайте запустим. Так, и что же мы получили? H4 пусто, а не L пусто. Ну, какой-то мусор. Так. Так вот, что я говорил раньше? Раньше я говорил, что если работать со строками, то удобнее вызывать функцию calloc, calloc. Вот, либо же делать вот так вот, вызывать функцию memset. Так, для memset, по-моему, нужно string.h или memory, не помню. Да, memset. Что такое memset? Устанавливает какую-то область памяти, то есть записывает какую-то область памяти какие-то значения. В данном случае она принимает destination, это то, куда надо записать, int, это значение, которое нужно в каждую ячейку записать, и размер этой памяти. То функция calloc, можно сказать, аналогична вот следующему вызову. Нам надо обнулить всю ту область. Значит, что нам надо сделать? Правильно вызвать функцию memset вот с такими аргументами. Давайте запустим, посмотрим еще раз. Что будет? Вот все у нас пустые значения, то есть память проинициализирована. Есть. Значит, давайте, то есть с malloc мы познакомились. Самое главное, чтобы никогда не ошибиться, мы пишем sizeof, размер типа, умножаем на количество элементов. Вот это присуще строкам. Нужно добавить +1. Это понятно. Теперь вызовем calloc или calloc. Каждый называет по-разному. Что такое calloc? Какие аргументы она принимает? Она принимает количество элементов и размер типа каждого элемента. То есть, еще раз, количество элементов. Значит, нам нужно L плюс 1. Вот. И размер этого типа. Вот, size of char, так и осталось. Вы уже понимаете, да, был бы int, то тут поменяли бы на int. Есть. Теперь давайте memset наш уже уберем, он нам не нужен. И запустим и посмотрим результаты. Есть. Память уже, видите, тоже проинициализирована. То есть calloc, ну все зависит от задачи. Возможно, вам не только для строк, для других вещей нужно инициализировать память. Это уже вы решаете сами. Malloc посмотрели, calloc посмотрели. Теперь давайте посмотрим на функцию realloc. Кстати. Каждая из трех функций malloc, calloc и realloc гарантируют возврат указателей, которые будут иметь выравнивание, подходящее для сохранения любого типа данных. Например, если ограничение для конкретной системы какой-нибудь состоит в том, что объекты, например, типа double, должны размещаться в адресах кратных 8, то все указатели, которые будут возвращены вот этими функциями, будут содержать адреса кратные 8. Или же у нас может быть short, или давайте int. Int размер 4. То есть все адреса будут кратные 4. То есть мы можем найти первый адрес кратной 4 и, перескакивая по 4 байта, найти все наши значения типа int. Конечно же, сюда попадут и не интовые значения, но как минимум мы сможем 100% пройти все интовые значения. Где это используется? Вот, если мы сегодня успеем, мы
попробуем разобрать, то есть на наглядном, даже не разобрать, а на наглядном примере изменить нашу предыдущую программу. В прошлый раз что мы делали? Мы делали структуры, и там у нас были там ресурсные постройки. И количество ресурсов увеличилось. Так вот мы попробуем запустить такую программу, как ArtMoney, и сломать нашу игру на ресурсы. ArtMoney. Вот. Все геймеры, я думаю, все, не было таких, пользовались этой программой. Вот. Попробуем сломать, а потом попробуем обойти ArtMoney, чтобы ArtMoney не нашла и не смогла сломать наши ресурсы. Так вот, вот такой подход выравнивания как раз будет полезен уже как минимум для одной программы, для ArtMoney. То есть, когда указатели адреса будут кратны размеру его типа. Есть. Так. Что нам надо дальше? Дальше нам надо разобрать realLog. Что такое realLog? К примеру, давайте еще воспользуемся функцией из стандартной библиотеки strcopy. И скопируем нашу строку какое-нибудь значение. Ну, давайте выделим. У нас будет 5, будет hello. Так. strcopy. Какие аргументы она принимает? Об этом вы, я думаю, почитаете. Я когда-то при разборе массивов писал, что вам нужно почитать о функциях по работе со строкой. Так, значит, нам нужно pstr сюда скопировать вот это вот. Hello. 1, 2, 3, 4, 5. Все верно. Размер 5 плюс 1 будет 6. Все. Так, скопируем в эту строку и давайте выведем. Давайте это уже уберем и выведем нашу строку. PSTR. Потом в какой-то момент времени нам понадобилось еще увеличить эту строку. Мы, конечно же, могли бы зарезервировать заранее, но мы так не будем делать сейчас. Теперь нам нужно к этой строке добавить пробел Word. Hello Word, чтобы получилось. Так, то нам нужно, значит, увеличить наш ранее выделенный участок памяти. Так вот, для этого нам нужна функция. Можно же, конечно, выделить новый участок памяти, потом самим скопировать значение старого участка в новый, потом старый освободить, много действий. Для таких вещей, для работы с динамическими массивами, удобнее всего пользоваться функцией realLog. То есть realLog перераспределяет. То есть что она возвращает? Она возвращает указатель на новый участок памяти. Этот указатель может быть равен и предыдущему. Если мы добавляем небольшие объемы памяти, то большая вероятность того, что наша память расширится. То есть в данном случае у нас указатель содержит какой-то адрес, откуда начинается 6 байт выделенных для нас. Да? То есть 5 длина строки и 6 признак окончания строки. Так вот, в данном случае очень большая вероятность, что адрес останется прежним. Просто к этим 6 байтам добавится еще там сколько, пусть 6 байт. То есть не нужно, смысла нету переносить старую область памяти в новую. Но может вернуться и новая область памяти. Так вот, если мы используем realLog, то функцию free надо вызывать один раз, потому что мы можем вызвать calllog, к примеру, потом realLog. Вот в связке calllog, realLog или malloc, realLog функция free один раз вызывается. Это если бы было бы 2 вызова calllog, то нам и 2 раза и free надо было вызвать. А realLog он перераспределяет, поэтому если он вернет указатель другой, то тот он, скажем так, освободит. Тут тот предыдущий участок памяти пометится как уже освобожден.
Что у нас принимает реалок? Реалок у нас принимает указатель. В данном случае это PSTR. То есть мы же под этот указатель нам нужно расширить память. Так? Так. Дальше. Она принимает новый размер. Новый размер это означает, нам нужно взять старый. Или вот так вот старый. И добавить новый. Мы решили, что мы добавим пробел Hello World. Можно воспользоваться strlen, стандартной библиотечной функцией, которая будет считать размер строки. World. Вот так. И плюс 1. Плюс 1, я думаю, вам уже понятно. Так, давайте для этого заведем отдельную перемену. New size равно 0. И вот так. New size равно. Это вынесем в нее. То есть смотрим. Предыдущий размер плюс новый кусок и плюс 1, так как это у нас строка. Есть. И теперь PSTR присвоим реалу. Возврату, да? Реалок вернет либо новый адрес, либо тот же. Это как у него получится. При работе с маленькими объемами памяти, скорее всего, адрес будет тот же. Для больших объемов адрес будет больше. И теперь давайте... после чего нам нужно скопировать на эту строку, в конец этой строки, новое значение. Для этого есть функция strcut. Она копирует в конец строки. Вот. Вот так вот. Так, что делает реалок еще? Он новую область памяти не инициализирует. То есть там не забито нулями, как делал Сиал. Поэтому на всякий случай мы можем последним символом, а вот у нас new size, присвоить 0. Или сделать вот так вот. То есть обрезать ее. И теперь давайте выведем. Вот. Сделаем вот так вот. Запустим. И посмотрим, что получилось. Hello World. Так. А почему два hello? Первый hello был вот здесь. А второй все правильно. Запустим еще раз. Hello World. Видите? Видите. Теперь давайте выведем. Так, давайте теперь вот это уже уберем. Оно нам не нужно. И выведем память до. Так, что у нас P? То есть значение указателя. До выделения и после работы реалока. То есть я думаю, что, скорее всего, что здесь указатели будут одинаковы. Давайте запустим. Так как мы новый участок, то есть мы маленький объем памяти добавляем. Эти адреса у нас совпали. Для того, чтобы убедиться, что они не совпали, давайте запросим для реалока, к примеру, нам нужен 1 килобайт. И запустим. То здесь, скорее всего, уже будет новый участок памяти. Адрес, точнее. Вот видите, уже адрес другой. Ну ничего страшного, другой так другой, но все у нас получилось. Мы туда скопировали. У нас даже еще осталось место. Так вот, запомнили. Что мы запомнили? Теперь нам обязательно, когда мы поработали, нужно сказать системе, что все, память освобождай.
То есть нам нужно указать вот этот вот адрес, free передать. Обязательно, потому что если этот адрес затрется, бывает и такое, допускают ошибки, этот адрес затирают, free не вызывает, и получается что? Получается какие-то участки памяти помеченные. То есть это утечка памяти. Наш процесс постоянно запрашивает из хипа, то есть хип это динамическая область памяти. Память. И постоянно какие-то участки памяти помечаются, что они заняты. Но никто никогда не говорит, что они свободны. Соответственно, память растет, и рано или поздно приложение падает, потому что заканчивается оперативка. Вот, поэтому сколько освобождать памяти, менеджер памяти и так знает. Он же, когда выделяет память, либо маллоком, сиалоком, реалоком, он же знает, сколько вы под этот адрес запрашивали. То есть он у себя хранит информацию. Адрес такой-то, столько-то памяти. Когда делается free, он смотрит, какой же там адрес. Ага, под него было вот столько. То есть он килобайт берет и помечает, что этот килобайт не занят. Вот. То есть вот мы вкратце познакомились с malloc, sialloc, reallog и free. Reallog очень удобен для работы с динамическими массивами. То есть не надо делать кучу действий. Есть. Ну и давайте все-таки правилам следовать. Если не равно. Ну, делаем free. И pstr равно 0. Это мы еще будем использовать. Мы будем в следующей лекции использовать и еще. Когда мы будем выделять память для списков, работать со списками. Вот. Все это нам пригодится. Так вот. Ну. Так, давайте, наверное, на сегодня все. Вкратце мы прошлись. А по поводу нашей игры Struct, я вам предлагаю подумать. На чем подумать? Как обойти такую программу, как Artmani. Так, что такое у нас заглючило? Мы помним, что если у нас так заглючило, то надо все закрыть и переоткрыть. Вот. Так, выбираем тут структуры. Запустим. Нам надо как-то обойти такую программу, как Artmani. Вот, чтобы она не смогла сломать нашу игру. Давайте я запущу Artmani. Я скачал, это бесплатная версия. Пока еще, походу, бесплатно. Ну да ладно. Так. Запускается у нас процесс или нет? Еще раз запустим. Так, а что ж такое? Так, извините, небольшие технические проблемы. Вот у нас, и помните, да? Наша мини-стратегия. Так, давайте увеличим количество еды 268. Возьмем Artmani. Выберем наш... Вот это он? Получается, да. Хорошо. И поищем 268. Вот здесь будет как раз по адресам кратным четверки Artmani все искать. Так, не нашло. Не понял. Почему? Почему нету нашего процесса, кстати? Вот же, struct.exe есть. Почему Artmani не хочет его видеть? Нету, представляете? Давайте еще раз я запущу.
Ладно, не буду тогда у вас отнимать времени. Возможно, это уже ограничение Артмани. Не хочет он видеть. Ладно, в любом случае разберусь. Но если вы у себя запустите там платную версию, к примеру, и попробуйте сломать нашу игру, то она успешно сломается. Вы успешно можете найти это значение, изменить его и сразу сделать уже количество по миллиону. Вот. В следующий раз мы это и сделаем. Так вот, смотрите, вы подумайте, хорошенько подумайте, как Артмани находит это, почему ей удается менять эти значения. Ну, подсказка здесь, что один и тот же адрес у каждой перемены. Так вот, вы теперь подумайте и сделайте так, чтобы Артмани вашу программу не ломала. То есть здесь нужно провести какие-то изменения, и Артмани не сможет сломать на ресурсы вашу программу. Вот. Для этого вам понадобится malloc free, либо calloc free. Вот. Реалока здесь не нужно. Так, вот. Поэтому я надеюсь, то есть исходного кода к этому не будет, потому что здесь смысла вообще нет в этом. Поэтому читаем malloc, calloc, realloc, free. Пытаемся улучшить нашу программу, то есть до того, как улучшим, ломаем с помощью Артмани. После этого улучшаем нашу программу и попробуем сломать с помощью Артмани. Артмани сломать уже не должна. Есть. Ну и все, на сегодня все. В следующий раз будем ломать с помощью Артмани. То есть буду разбирать эту задачу. Поэтому всем спасибо. Подписываемся, обязательно делим, обязательно видео смотрим до конца. Лайки и все такое. Все, всем спасибо за внимание. Пока.